Всем привет! Недавно у меня был день рождения, и мой брат сделал мне подарок. Вот такую вот машину с моделированием в программе Rhinoceros 3D. Да, сначала нарисовал скетчи в фотошопе, потому что у меня была задумка, моему брату нравятся радиоуправляемые машинки, и я сделал вот такую вот реактивную машинку в Rhino. Поскольку это радиоуправляемая машинка, я решил провести анализ потоков в подходящей программе, допустим, SolidWorks. Ну что ж, посмотрим результаты анализа. Здесь я добавил два окна: скорость и давление. Скорость воздуха у нас отображается стрелочками здесь. Скрою поверхности из-за поверхности. И вот что у нас получается. Здесь скорость не очень большая. Дальше она попадает вот сюда. И здесь у нас ускоряется, поскольку проходит по поверхности, прилипает к ней ветер. Проходит, и здесь у нас такая вот большая скорость. Здесь я уже посмотрел, у нас здесь есть небольшая вот область, где воздух застревает. Это не очень критично, потому что это маленькая радиоуправляемая моделька. Но для настоящих больших машин нужно, чтобы воздух как бы облипал корпус. Вот, такое местное место можно чуть-чуть поправить, и уже будет правильно. Да, но поскольку я делал судом, это очень легко. Просто подвинул полигончик, готово. Да. И сзади у нас вот тут вот только имеется турбулентность небольшая. Потому что машина не сходится ровно в такую вот продолговатую каплю, какая должна быть реактивная форма. А я думал, будет три таких, как попки. Ну, в общем, поскольку здесь вот есть такое закругление, вот можешь посмотреть, здесь воздух немножко затягивается, образуется турбулентность. Чтобы ее не было, нужно вот сделать форму как можно более продолговатой такой. Вот. Низ машины сделан очень хорошо. Это просто такая, Да. как арка. Здесь у нас все протекает. Вот. Спереди вот здесь у нас реактивная будет турбинка такая, вентилятор стоять, за счет которого будет машина двигаться вперед как раз. Собственно, вот здесь у нас, как бы считай, дырка, туда уходит воздух. Вот здесь у нас вот есть небольшое такое местечко, нам туда застревает воздух, но это ничего. Посмотрим на давление. Поверхности, на давление, да. Скрою сейчас стрелочки. Что у нас имеется? Вот области красные, это где наибольшее давление, зеленый, соответственно, где наименьшее давление. Здесь у нас кабина немножечко выпирает. Ты сделал более такой гладенький. Да, я бы ее продлил, наверное, где-то до сюда. Таким образом получим минимальное давление на кабину. Собственно, вот здесь у нас основное давление происходит. И вот на земле осталось, кстати, пятно. Поскольку у нас здесь идет давление, воздух немножко еще отскакивает вниз. Посмотрим на результаты сил. Я здесь поставил две силы, собственно, по Y, подъемная сила, которая будет отрывать машинку от земли, и по Z, это сила трения воздуха, насколько он будет тормозить машинку. Для этой машинки у нас очень удовлетворительные результаты. Подъемная сила по Y у нас получается 0,053 ньютона, что равняется всего лишь 5,4 грамма. То есть не поднимет ее. Если она будет весить не 53 грамма, ее не поднимет, соответственно. Хорошо. Но надо учитывать то, что я считал скорость машинки в 16 метров в секунду. Это около 60 км в час. Но мы с братом хотим сделать быструю машинку. Лобовое сопротивление у нас составляет 0,17 ньютона, что равняется 17 примерно грамм. А если я сглажу вот эти вот места спереди, уберу вот эту красную зону и на кабине сделаю более гладенько, то это уменьшится значение? Да, это значение уменьшится, может в 2 раза уменьшиться. Если здесь вот убрать, это вот, куда воздух попадает, тогда будет значительно меньше. Ну вот так вот посчитал я потоки для машины. Вот, мне очень понравился подарок моего брата. Так что в следующем будем проводить различные симуляции тоже. Смотрите за нашими успехами. Всем пока. Пока.